Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И мы сегодня будем смотреть такую вещь. О нем же, о любимом, о родном, о дорогом или о каком. Когда-то он был даже любимый, даже если он сейчас уже не такой любимый. И мы будем смотреть, кто я для него, кто вы для него. И есть ли у него именно любовь в сердце, настоящая любовь. Не просто... не выгода, а именно любовь. Мы вот это посмотрим. Не каждому Бог дает в жизни любить. И с вами я еще раз говорю, Вивьена. Не забывайте про энергообмен. Все мои контакты находятся в описании. Можно писать в директ. Не забывайте ставить пальчик вверх, сердечки, подписываться, если это необходимо. А самое главное, смотрите видео и заходите в Телеграм. Там у нас очень-очень много интересного. И там я даю такие практики и вещи, которые здесь просто не успеваю. А сегодня мы смотрим, конечно, кто я для него, кто вы для него. Есть ли у него истинная, настоящая любовь. Смотрим на отливки. Так, еще польем. Так, чтобы видно было. Ой-ой-ой. Человек-петух гамбургский. Петух гамбургский. Так, сейчас мы близко поставим, чтобы было видно. Смотрите, что получилось. Этот человек, мы смотрим на отливки, как маленький ребенок. Так, сейчас еще поближе. Этот человек, как маленький ребенок. И самое главное, я сказала, да, он как петушок гамбургский, на одной ножке скачет и не знает, где бы ему еще зернышко найти, где бы ему еще прихватить бы, особенно за чужим огородиком. Кто вы для него? Мы смотрим на отливки. А для него вы дева дивной красоты. И неважно, какая вы, толстая, худая, еще какая-то черная, рябая. Для него вы дева дивной красоты. Вы для него олицетворение какой-то неземной космической мудрости, что ли, или еще что-то. Но вот что-то связанное именно со звездами и с космосом. Если у него истинное сердце, ну, понимаете, он петушок. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляноголовушка. Видите, он везде прыгает. И мы еще будем смотреть, сейчас мы смотрим на воске, мы потом еще посмотрим на знаках. Что еще здесь говорится? Кто вы для него? Вы действительно для него воплощение какой-то женственности. Но единственное могу сказать, что этот человек боится, если вдруг у вас от него вдруг в животе что-то будет. То есть он боится вот этого вот женского материнства. Он боится вот этой женской силы. Но вы для него очень много значите. Единственное, понимаете, почему? Потому что он вас боится. И боится, да. Он прыгает, где-то прыгает, флиртует. Может, и не флиртуют некоторые. Потому что здесь петушок. Такой вот, знаете, мужчина капризный. Или вот, называют так вот, нарцисс. Но для него вы очень важная персона. Для него вы очень важная персона. Давайте еще посмотрю, чтобы не видно было. Да, человек бы хотел бы с вами и связать какие-то отношения. Возможно, они у вас были или есть, потому что здесь окольцовка. Но человек трусоватый. Вот знаете, он поступает как-то не очень по-мужски. Может быть, показывает вот на одном, вот как петух с курицами. На одной ножке прыгает, а не каждый петух всех куриц может в один сарай загнать. Здесь еще что есть? Знаете, у него какой-то вот я спросила, есть ли истинные чувства, истинная любовь? А у него как-то он сам по себе, а сердце само по себе. Как будто когда-то этот человек что-то пережил, и он боится свое сердце вот раскрыть. А на самом деле любить-то ему Бог дал. Творец ему дал такую возможность именно любить. Кто вы для него? Вы для него, вот я вам сказала, дева дивной красоты.
Вы для него еще такая женщина, которая, знаете, может направить на истинный путь. Вот которая дает именно эту женскую энергию. А вот любовь в том смысле, как женщины, например, если смотрят, понимают, нет, здесь такого нету. Он здесь все время хочет, знаете, он перед всеми и перед вами, он хочет показаться, какой я петушок, какой я замечательный, какой я канарейк, какой я. А на самом деле получается, что совсем не такой. Вот у него какое-то показушное. И знаете, здесь идет такое, что он не всегда выполняет свои слова и обязательства. Вот что мы увидели на отливке. Я всегда вам говорю, пишите «принимаю, приобретаю». Не пишите слово «благо», не отдавайте свое благо рю. Не отдавайте свое. Пишите «принимаю» и приобретаю во благо мне, во благо всем. Вы эти слова говорите, они будут программировать вас и будут говорить вам о том в мозге и движении на счастье, радость и удачу. Улыбаемся вместе со мной и смотрим дальше, будем потом смотреть на знаки. И в Телеграм вас жду. Пока-пока. Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Все в контактах. Все контакты в описании. В директе, пожалуйста. Вивьеной мы продолжаем смотреть уже на знаках. Мы посмотрели на воске, а теперь смотрим на знаках. Знаки – это карты. Потому что говорят с ясновидящими, а Вивьена ясновидящий, не карты, не руны, а говорит поток, а это знаки, которые подтверждают, что нам передают с этого потока. Кто вы для него? Кто я для него? И есть ли истинная любовь в сердце этого человека? Потому что не каждый может любить. Многие умеют использовать, многие, но не любить. Давайте будем смотреть, кто вы для него. Вы для него, вот я говорю, так как и вышла на воске, вот там вышла петушок, золотой гребешок. Здесь человек все время ищет пожарные, ищет милиция, ищет прохожие в нашей столице, ищут, никак и не могут найти. И вот он ищет то ли девушку лет 20, то ли бабушку лет 70. Он все ищет и ищет, он куда-то рискует, все время что-то ищет. Кто вы для него? А для него вы действительно женщина, которая сама... он не может к вам пробиться. Вы для него действительно какая-то сильная, огромная сила, но в то же время вы для него как в скорлупе. Он не может пробиться. Он восхищается этой силой, но и знает, что к вам вот так вот просто так не ворваться в ваш кокон. Вы будете загораживаться. Вы тоже пережили что-то в жизни. Так, кто вы для него? А знаете, любовь, не любовь я пока не вижу, но я вижу, что свое не отдам. А у него все, кто у него есть и были, и будут, это все мои. Свое не отдам, из рук не выпущу. Не выпущу. А давайте посмотрим, а любит ли он вас? Ух ты, знаете, здесь человек вышел трусом, который, когда вдруг любовь, и вдруг он чувствует, что на него нахлынули чувства, а он тоже когда-то на ледниках свое сердце остудил, он пытается убежать. Ну, давайте опять смотреть. В сердце есть у него к вам что-то? Есть, его жжет, он боится. Он боится чувств. И если человек уже от вас ушел, потому что смотрят разные, кто-то в паре, кто-то не в паре, то человек, если вдруг на него нагнетаются огромные чувства сердечные, не вот это вот, пох-пох. Нет, не это. Никогда выгодно. Пастерушки, покукушки, картатушки, приготовки, блиновки. Нет. Вот когда чувство, а его действительно, у него есть, прямо его обжигает. А почему он боится? А потому что он прошел Крым и Рым. И я говорю, почему он все время, вот карта первая вышла, что он все время ищет и не может найти. Здесь у многих мужчин психологическая неправильность была в воспитании. Возможно, мальчик спал вместе с мамой или с бабушкой.
с кем-то из женщин. И у него вот это, он не может найти ту, которая пахнет именно мамой. Дети должны всегда спать отдельно. И девочки, и мальчики обязательно. Так, любит ли он вас? Он любит веселье, он любит покой. И он все время ищет. Он в вас видит этот свет радости. А что? И даже бы вот ему нравится ваша семейственность, ему нравится ваш, ну вот то, что вы какая-то или домашняя, в то же время вы можете и людей принять, и гостей принять, и поговорить. Ну какая-то вот для него вы такая. Пепела, такая бабочка. Человек за вами всегда прослеживает. Все время следит и смотрит, где вы, что вы, чего вы. Для чего? А для чего? Вот знаете, если у вас произошел какой-то разрыв или недопонимание, то он опять хочет вернуться, опять хочет найти, опять к вам вернуться, опять начать сначала. Почему? Господи. Почему? Потому что вы даете ему энергию, силы на то, чтобы мужчина созидал. У мужчин этой энергии нет, она есть только у женщин. И именно женщина – двигатель всего на земле и жизни. И это даже мужчины подтверждают, они знают. Когда около мужчины есть сильная женщина, то мужчина начинает подниматься вверх материально по карьере и достигать чего-то. Давайте еще посмотрим, а кто вы для него. Вы для него та женщина, которая знает, чего она хочет. Женщина жезлов, которая четко сидит на своем троне и занимает определенную позицию. Идти вперед и не сдаваться. Женщина, которая обладает какими-то, может, даже мужскими немножко характером, где-то в чем-то. Потому что если вы чего-то хотите достичь, то вы поставите цель и достигнете. Посмотрите мое видео о том, как я программирую вас на счастье и удачу. Посмотрите это видео. Да, вы для него женщина, которая знает цели, и женщина, которая в свою скорлупу, в свой дом не подпустит никого. Она его будет защищать. Может быть, внешне какая-то холодная, но на самом деле он знает, что вы очень горячая. И все-таки есть у него любовь. Страх у него есть. Страх. Он боится любви. Он боится обжечь еще раз свое сердце. Почему? Потому что надеется, вот пусть женщина это все делает, пусть судьба там все делает, или как угодно называется. И, конечно, он считает, что вот когда вместе, на двух подушечках рядом, то тогда и сила прибавляется. Ну, вот такой был расклад. Пишите, что вы думаете об этом. Принимаю, приобретаю. Счастья, радости желаю. Заходите в Телеграм. Пожалуйста, все ссылки, если кому надо лично, все мои контакты в профиле, плюс потом все цифры. Пока-пока.